Вытащив животное из болота, мужчина испугался, поняв, что это лев. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Изможденный молодой лев, весь в шрамах и грязи, был изгнан из своих родных охотничьих угодий, из своей стаи. Он бродил по окраинам долины, между палящим солнцем и сухой травой, где некуда было укрыться. Его пустой желудок громко урчал, когда он уловил слабый запах рыбы, доносившийся из небольшого болота, спрятанного в низине. Лев подкрался к берегу, его лапы утопали в вязкой земле. Слабое тело не удержало равновесия, и он стремительно погрузился в грязь почти по шею. Он боролся, но каждое движение лишь сильнее втягивало его в липкий ил. Глаза метались в панике, рот судорожно хватал воздух, из груди вырвался хрип, отозвавшийся эхом по безжизненному лесу. Грязь облепила его гриву, утяжеляя голову, и он больше не смог ее держать. Прошло 6 долгих часов. Лев лежал неподвижно, лишь слабое дыхание выдавало жизнь. Водоплавающая птица села неподалеку, взглянула на него и улетела, оставив за собой след в воздухе. Песок прилип к морде, к спине. Он дрожал от холода и голода, но все еще ждал. Вдруг произойдет чудо. На грани смерти он услышал далекий звук весел, как колокол, вернувший отблеск надежды. Артур Хейл, бывший егерь, жил в одиночестве в лесах долины последние 10 лет. Тем утром он покинул свой старый дом, чтобы, как обычно, на рассвете выйти на лодке, ловить рыбу. К его шляпе была прикреплена маленькая камера. Он любил записывать тишину реки. Когда он закинул удочку, вдруг услышал странный прерывистый стон, долетавший с другого берега. Это был не олень и не птица. Это было дыхание умирающего зверя. Артур перестал грести, прислушался и почувствовал тревогу. Он быстро развернул лодку и направился к тростниковому берегу, примерно в 100 метров. Приблизившись, он раздвинул камыши и замер. Перед ним лежал молодой лев, весь в грязи, почти без сил, только глаза его еще двигались. Артур стоял молча, пораженный и тронутый до глубины души. Не колеблясь, он вошел в ил, осторожно подойдя, словно в святыню. Лев не понимал, кто перед ним, но чувствовал — этот человек не враг. Артур опустился рядом, положил руку на грязную гриву, чувствуя, как дыхание животного становится все слабее, будто часы замедляют свой ход. «Тихо, малыш, я помогу тебе», — прошептал он. Артур достал веревку, обвязал льва вокруг живота и начал тянуть, вкладывая в каждый рывок остатки своих сил. Грязь не отпускала, будто не хотела расставаться с ним, но в глазах льва уже не было паники. После 3 неудачных попыток Артур все же смог наполовину вытащить его на лодку. Осторожно, словно прижимая ребенка, он подхватил голову льва и уложил на доски. Лодка покачивалась, капли грязи стекали в воду, а лев тяжело дышал. Артур сел рядом, не отпуская веревку и не отводя взгляда. Ветер прошелестел в камышах, лодка медленно пошла обратно. Каждый взмах весел отдавался в его сердце, он боялся, что дыхание за спиной вот-вот прекратится. Когда вдали показался дом, Артур выдохнул с облегчением, как будто спас самого себя. Он привязал лодку, подложил доску, чтобы спустить льва на траву позади дома. Лев не двигался, но глаза моргнули. В них теплилась надежда. «Не знаю, откуда ты пришел», — тихо сказал Артур, — «но теперь это твое место». Артур включил мягкую струю из шланга и стал осторожно смывать грязь с тела животного. Вода стекала по его бокам, обнажая черную кожу и спутанную шерсть. Лев открыл глаза и посмотрел прямо на него. Устало, но без страха,
с доверием. «Все хорошо, малыш», — прошептал Артур, убирая грязь с гривы. Через полчаса тело льва стало чище, запах земли смешался с запахом крови. Артур взял полотенце, вытер его, словно леча прикосновением невидимые раны. Потом он пошел на кухню, достал кусок сырого мяса, оставшийся с прошлой охоты, и поставил перед ним. Лев с трудом поднялся. Шатаясь, подошел к мясу и начал есть, не сводя глаз с человека напротив. Артур тихо улыбнулся. Глаза наполнились слезами. В этом взгляде была жизнь. Когда лев закончил, лег и задышал уже ровнее, Артур достал телефон и позвонил в Центр защиты дикой природы «Мара». «Я нашел молодого льва. Он очень слаб. Пришлите кого-нибудь. Ему нужна помощь». Через 2 часа у хижины остановился пикап. Из машины вышел молодой сотрудник по имени Джон. Он подошел, увидел льва и кивнул Артуру. «Вы тот, кто звонил?» «Да. Он застрял в болоте часов 6 назад. Я вытащил его». Джон осмотрел животное, проверил дыхание и сказал: «Вы спасли ему жизнь. Еще немного, и он бы не дожил до утра». Вместе они осторожно подняли льва, уложили его в металлический ящик и закрепили на кузове. Лев не сопротивлялся, лишь повернул голову, глядя на Артура глазами, в которых отражался закат. «Спасибо», — будто говорили они. Артур подошел, провел рукой по его лбу. «Прощай, мой друг. Теперь за тебя позаботятся другие». Он закрыл решетку, проверил замок, и пикап медленно уехал, скрываясь за деревьями. Артур остался стоять во дворе, наблюдая, как машина исчезает в алом небе. Он не чувствовал грусти, лишь легкость, будто кусочек его души ушел с этим львом. После многих лет одиночества он впервые ощутил, что жил не зря. Где-то в лесу долины Аран ветер зашевелил листву, как тихий вздох благодарности. Льва перевезли в заповедник Мара, в большой полудикий вольер, где за ним ухаживали ветеринары. Они определили, что ему около 3 лет, он был истощен, измучен и травмирован. Через месяц он полностью оправился, бегал по траве, купался в ручье, словно и не было боли. Его назвали Ветром, в память о том дне, когда ветер впервые принес ему спасение. С тех пор Артур больше не чувствовал одиночества. В его сердце навсегда остался шепот того львиного дыхания, что когда-то напомнило ему: даже дикая жизнь способна вернуть человеку веру в чудо. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.